Всем привет! В этом месяце мы прям разогнались, поэтому ловите последний лайтовый видосик перед топ-секретом. Знаете ли вы, что иногда великие открытия, сделанные людьми, максимально случайны? И кто знает, вдруг, если не случайность, то их бы вообще не существовало, было бы максимально обидно. В общем, погнали. Случайные изобретения. Жил-да был простой парень Перси Спенсер. Мало того, что из бедной семьи, так еще из родственников осталась только тетя, и он вынужден был работать на разных работах, чтобы прокормить ее и себя. Позже он захотел в военно-морские силы США, заинтересовался беспроводной связью, сам начал это изучать и, в общем, стал шарить за радиотехнологии. Стал таким шарящим, что в 1939 году работал в компании Raytheon, а это, на секундочку, военно-промышленная компания, которая в США поставляет оборудование и вооружение. И вот он занимается всякими новинками для радаров, стоит около включенного магнетрона, тянется в карман за шоколадкой, а она умерла. В смысле, расплавилась. И он такой, какого хрена происходит? Взял кукурузу и провел эксперимент. Как вы понимаете, попкорн начал лопаться. В смысле, кукуруза начала лопаться. И он понял, что микроволны могут греть продукты. Случилось изобретение микроволновой печи. Хотя, наверное, стоит заметить, что другие-то люди это тоже замечали, но им было норм. Вот черт, у меня лопается кукуруза, которая завалялась у меня в кармане. Наверное, здесь адски жарко. Вот такая вот легенда. Ее много где упоминают, но на сайте Raytheon описан именно этот случай с шоколадкой. Хотя не вижу смысла сомневаться. В дальнейшем Перси Спенсер множество патентов получил и заслуг. Вот как выглядит первая микроволновка Rada Ranch, которую поставили на военный корабль, высотой с человеческий рост и мощностью в 2 раза больше обычной микроволновки, которая у вас дома стоит. И стоила $5000. В наше время это примерно 60 тысяч. Неплохо тогда. Кстати, еще один Спенсер отличился. Только в этом случае Спенсер было именем, а не фамилией. Спенсер Сильвер работал в компании 3M. Вы ее прекрасно знаете, даже если не знаете. Основана она была в 1902 году и связана почти со всем, что имеет отношение к чему-то клейкому. Вот у меня есть диодная лента и клеющаяся полоска как раз компании 3M. А еще они придумали скотч. Да, это название фирмы, а не продукта. Удивительные факты каждый день. Подписывайтесь на канал, тут ролики как раз не каждый день. Так вот, Спенсер искал новый суперклейкий материал, который можно прилепить и хрен отдерешь. Но в процессе он случайно обнаружил клей, который наоборот был очень слабеньким. К нему можно было прилепить бумажку, а потом отклеить, и ничего бы бумажки не было. Понимаете, к чему я подвожу? Только ему вообще-то нужен был сильный клей, а не слабая хрень. Поэтому он не смог придумать этому применение. Появился другой чел, который тоже там работал, Артур Фрай. Сообразил, как это использовать, и появились клейкие стикеры Press and Peel. А позже уже был создан бренд Post-it, который вы можете купить в любом канцелярском магазине. Ну реально же гениальное изобретение, без стикеров вообще сложно было бы. Нобелевскую премию этому человеку. Вы наверняка знаете, кто такой Альфред Нобель. Ученый-химик, для масс более известный по Нобелевской премии. Только вот если бы не ошибка, этой премии, возможно, и не было бы. У Нобеля на счету очень много изобретений, многие из них служили для военных целей или разрушений, например, динамит. А еще у него был брат Людвиг Нобель, и он однажды умер. Второй Нобель такой просыпается, читает газету, и там написано «Умер Альфред Нобель». Козлина такая, торговец смертью, да и хрен бы с ним. Прикольная история, да? Эти придури-журналюги перепутали братьев. Но это побудило Альфреда переписать свое завещание, так как он не хотел всю жизнь ассоциироваться с плохим парнем с динамитом в кармане. Он написал, что когда я умру, хочу, чтобы мои деньги получали люди, которые сделали наибольший вклад в человечество. И теперь вопрос. Получилось ли у него обелить себя? Что-то мне подсказывает, что да. Ведь до этого выпуска вы не знали, что у него была репутация бэдгая. У нас репутация в жопе. Надо благотворительность, что ли, устроить. Бесплатный динамит, быстрее разбирай, эй! Бесплатно? Кстати, насчет взрывов. История из детства. Еду я, значит, на копейке по деревне с мамой и дядей. Мимо проезжает грузовик. Из-под его колес вылетает огромный щебень и летит прямо в стекло. Такое ощущение, что случился взрыв, и все стекло полетело на нас. Разумеется, впилось в кожу. Мне досталось меньше всех, так как я сзади сидел. И еще тогда я задумался. Странно. В фильмах же, когда в стекло стреляют, то остаются просто дырки, и оно не полностью лопается. Оказалось, что так и есть, просто на нашей машине было очень дешевое и всратое. В общем, такие стекла, как в ваших машинах, называют триплекс.
Изобрел его химик и художник Эдуард Бенедиктус. Совершенно случайно. Когда он работал в своей мастерской, уронил банку, но она не разбилась, а только потрескалась. А все потому, что в ней раньше был коллодий, который при испарении оставил прозрачную пленку на банке. Позже он склеил таким образом два стекла и получился триплекс. Вот он и решил запатентовать это чудо. Но в массу это пока не пошло, потому что это дорого вообще-то такое проворачивать. Только спустя много лет это начали использовать в противогазах на стеклах. И только потом Генри Форд начал использовать это в автомобилях. Не менее интересная история с тем, как швейцарское изобретение зацепило мир. Как сцепились наука и случайность. О том, как началась цепная реакция, и о том, как перестать каламбурить, когда уже начал. В общем, сейчас расскажу, как изобрели застежки-липучки. Штука, без которой сейчас вообще трудно жить. Это везде. В одежде, дома, даже в космосе, черт возьми, используют застежки-липучки. А все благодаря случайности. В 1941 году швейцарский инженер Джордж де Местраль гулял в Альпах со своей собачкой. По возвращению домой принялся очищать свою одежду и свою собаку от надоедливых репейников или лопухов. Ну, вы шарите, они бесят всегда, когда по полю гуляешь. И в этот раз решил посмотреть на них под микроскопом. Вот что он увидел. Репейники цепляются за ткань благодаря своим природным крючкам. И с момента его идеи прошло безумных 10 лет, когда он наконец смог механизировать и запатентовать липучки. Были сложности с материалом, в итоге был выбран нейлон. А еще были сложности с людьми, ведь над этой разработкой все ржали и сказали, что это никогда не будет востребовано. Тупые завистники, что с них взять? Haters gonna hate. Дамы и господа, я представляю вам человека, которому насрать. Любите мороженое? Я больше всего люблю фруктовый лед. В жару так вообще отличная штука. Только изобретен он был совсем не в жару и совсем не специально. 11-летний пацан Фрэнк Эперсон делал эксперименты с газировкой на улице. Когда он перемешивал лимонад с водой и какой-то палочкой, забыл про это. Погода стала минусовая, а когда он вышел, ничего себе, палочка-то стоит. Он пытается ее достать, а достается весь стаканчик. Поздравляю, у вас фруктовый лед. Потом он подал патент, и в 1924 году его выдали, и он назвал это попсикл. Такая вот мутная история, но он сам ее рассказывал. Что ж поделать теперь. Кстати, о стоячей палочке. Вы все прекрасно знаете, что такое Виагра. Группа такая русская. И не только. Так вот, оно получилось случайно. Ученые долгие годы пытались создать такое средство, которое расширяет сосуды и поможет кровотоку. Это может хорошо зайти, например, при стенокардии, ишемической болезни и так далее. Был синтезирован цитрат силденафила, который начали испытывать. И добровольцы, знаете ли, не испытывали особых улучшений в области груди. Зато в другой области еще как. Компания Pfizer быстренько вкурила, что препарат-то на самом деле вообще для других целей может служить. Так что вопрос полезности даже не стоял. И это запатентовали. Все эти изобретения рано или поздно были бы изобретены, но иногда чем раньше, тем лучше. Пенициллин тоже появился случайно и спас бесчисленное количество человек. Это антибиотик с антимикробным действием. Сейчас его получают из плесневых грибов пенициллиум. Вы часто можете видеть подобное в помещении, на продуктах и так далее. И многие из вас не знают, что это одно из самых значимых изобретений в мире вообще. Ну, точнее, открытие свойств этих грибов. Ученый Александр Флеминг изучал свойства стафилококка у себя в лаборатории. Это род бактерий, которые вызывают смертельно опасные заболевания. Короче, решил отдохнуть, с семьей уехал на месяц куда-то там, а по возвращению, опа! Что тут у нас? В одной из чашек Петри он увидел плесень, как на хлебушке, который залежался. Но в чашке вокруг грибов не увидел плохих бактерий. Вот так все пошло и поехало. Эта лаборатория Флеминга, кстати, сейчас музей. Но не лишним, наверное, будет заметить, что еще в 1893 году Бартоломео Госсио таки изобрел первый антибиотик из другого гриба, который он собрал с пропавшей кукурузы. Но открытие было забыто, потом было заново открыто другими людьми и, как оказалось, имеет серьезные побочные эффекты. Мусор захвати. Нет времени, потом возьму.
И вот еще одна история про забывчивость. Давным-давно, в 1879 году, в лаборатории профессора химии Айры Рэмсена русский химик Константин Фальберг работал, значит, сделал дела, пошел домой похавать, и, как гласит история, то, что он кушал, не должно было быть сладким. Но оно было. Потому что он не помыл руки после работы. Больной ублюдок! И на руках осталось то, что он там химичил. Твоя мама бы точно такого не допустила. Оказалось, что он случайно синтезировал то, что впоследствии назовет сахарином. Причем еще давно, только, разумеется, у него хватило мозгов не пробовать это на вкус. Это не кондитерская мастерская, в конце концов. Стрёмная история в том плане, что он и Рэмсон написали об этом научный труд. Но всем было плевать. Потом уже Фальберг сам начал писать об этом, назвал это сахарином, и понеслась. Он обогатился. А профессора химии весь этот праздник обошел стороной, хотя они были соавторами. Вот так вот и пускай к себе в лабораторию всяких умных ученых, которые потом вместо тебя станут известными. И тупо напоследок. Что вы знаете об этой штуке, которая висит у вас над экраном? Вот веб-камера, да? Она изобретена не случайно, конечно, но ее применение было очень смешным. В 1991 году первая веб-камера стояла около кофеварки Кембриджского института. Черно-белая картинка очень маленького разрешения присылалась на компьютеры людей, которые работали в другой части института, чтобы они не ходили к пустому кофейнику. Ну, за креативность прям лайк. И мне лайк, если, конечно, хотите. Спасибище за просмотр. Проверяем все сами, ссылки в ссылках, как всегда. И это, разумеется, были не все случаи, так что будет еще о чем рассказать в дальнейшем. Тем более, даже в наше время происходят случайные открытия. Центр научных исследований. Чем могу помочь? Значит, вы нашли эфир. Да вы хоть понимаете, сколько таких умников приходят сюда каждый день со своими удивительными открытиями? Снова теория эфира, которая уже давно смешит всех ученых. Машина времени, вечный двигатель. Это научное учреждение, а не цирк уродов. А теперь послушайте вы. Я сижу, никого не трогаю, и в 2 часа ночи оказываюсь на сайте, где вижу бесплатные фильмы, мультики, ТВ-каналы, ведь у меня нет кабельного и так далее. Я начинаю смотреть все подряд. Качество везде было просто отличным, и я понял. Я должен всем об этом рассказать. Давайте ближе к делу. Да, я вроде все сказал. Вы издеваетесь или просто тупой? Как вы эфир-то нашли? Яндекс.Эфир. И не надо быть таким грубым. Я, между прочим, для вас подборку годных фильмов собрал. Вот, ссылка в описании. Ой, простите, список, я просто блогер. Привычка. Эй, вы знаете, что такое Яндекс.Эфир? У меня есть подборка фильмов.